Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В сегодняшнем видео мы продолжим разговор о вандах в моей коллекции. Эта серия станет завершающей цикла видео о вандах. Этот цикл видео, созданный в августе 2022 года, посвящен стопроцентному результату – одновременному цветению всех, абсолютно всех ванд в моей коллекции. В моей коллекции 4 ванды. Все они разные, разных цветов, разных размеров, и приобретала я их в надежде, что все они будут цвести в разные времена года. Но мои мечты в жизнь не воплотились. Если вы хотите узнать об этом поподробнее, посмотрите предыдущие серии этого цикла видео. Каждая серия посвящена отдельно взятой ванде по мере поступления их в мою коллекцию. Это последнее из моих приобретений, а точнее последний подарок на день рождения в 2020 году. Как истинный любитель орхидей, я давным-давно не прошу срезанных цветов в подарок. Я прошу все подарки сопровождать живыми цветами, а именно орхидеями. Но давайте, как всегда, начнем разговор обо всем по порядку. Первый раз я увидела эту ванду 11 декабря 2020 года. Нет, увидела не сама, не своими глазами, а посредством интернета, а точнее посредством Инстаграм. Я увидела фотографию из магазина в городе Арсеньев, Приморского края. В комментариях под предыдущими видео у меня спрашивали названия сортов моих ванд. Сейчас на ваших экранах микс сортов в том виде, в каком они поступают в магазин. Указания сорта в этих миксах нет. Поэтому доподлинно точного названия сортов своих ванд я, к сожалению, не знаю. И если в прошлой серии был рассказ о ванде, которую продавец очень сильно рекомендовал, то эту ванду продавец не просто не рекомендовал. Ольга буквально отговаривала меня от нее. А все дело в том, что у этой ванды самый мелкий цветок из всех 4 и самый большой размах листьев. Ввиду достаточно больших размеров при транспортировке листовая масса этой орхидеи очень сильно пострадала. На нижних листьях были значительные заломы, и несколько пар нижних листьев буквально висели. На стебле орхидеи красовались множественные грибковые поражения. Стоит ли этого бояться? Нет, друзья, не стоит. Почему? Потому что, изменив условия содержания ванды в сторону благоприятных и обеспечив ей должный и правильный уход, эти грибковые поражения развиваться не будут. Механические повреждения, ссадины, трещины и разрывы листьев, конечно же, никуда не исчезнут, а вот морщины на листьях вполне могут расправиться, когда орхидея выйдет из стресса и начнет полноценно функционировать. К слову сказать, купленная в самое темное и самое холодное время года, получившая неоднократный стресс при нескольких транспортировках, эта ванда выходила из состояния внутри себя дольше остальных. И мне пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы вернуть орхидею к полноценной жизни. Тем не менее, все мои усилия были вознаграждены первым летним домашним цветением. Именно его вы сейчас видите на своих экранах. На ваших экранах август 2021 года. Тогда орхидея зацвела на один
невероятно красивый цветонос. У этой ванды самые густые, если можно так сказать, цветоносы. Один цветок буквально находит на другой и наполовину загораживает его. И несмотря на то, что цветок не самый крупный, их так много и они так густо посажены, что общая картина просто великолепна. Зрители канала прозвали эту ванду Вандой Дикий Кот из-за схожести с расцветкой фаленопсиса Дикий Кот или Wild Cat. В начале распуска основной цвет петалей светло-желтый, а сепалий, нижних сепалий, насыщенно-желтый. По мере вызревания цветка картина меняется диаметрально противоположно. И сегодня вам представится возможность сравнить вновь распустившийся и зрелый цветок. Обратите внимание, что в летнем цветении цветонос выходит из левой пазухи листьев. Посмотрите на стебель орхидеи. Отчетливо видны листья, которые выросли уже в домашних условиях. Они абсолютно чистые, здоровые, крепкие и красивые. На них нет абсолютно никаких поражений. Чего совершенно нельзя сказать о нижней части растения. Там все печально. Появление нового цветоноса уже из правой пазухи листьев орхидеи я увидела практически сразу же после завершения летнего цветения. И через 5 полных месяцев орхидея снова была в полном распуске. На ваших экранах январь 2022 года и зимнее цветение этой ванды. В зимнем цветении на цветоносе было в 2 раза больше цветов, нежели на первом цветоносе в домашнем цветении. Это было прекрасным признаком того, что ванда наконец адаптировалась дома и готова проявить свой потенциал. Это цветение было не только более многоцветковым, но и более продолжительным. И именно в этом цветении я четко различила и идентифицировала аромат этой ванды. Очень сложно сказать, аромат какой ванды самый приятный, ведь они все необыкновенные. Но у этой ванды аромат однозначно самый изысканный. Именно на этой ванде я проводила свои множественные исследования с корнями орхидей. Посаженная в пустой пластиковый горшок с огромным количеством вентиляционных отверстий, она, в отличие от других ванд, самостоятельно никак не хотела отращивать новые корни. Но, как говорится, не можешь – научим, не хочешь – заставим. И я создала рукотворные корни у ванды там, где они мне были нужны. Точно таким же методом можно выманить корни у любой орхидеи, будь то фаленопсис, ванда или любая другая. И если вы давно смотрите этот канал, то наверняка знаете, каким методом я воспользовалась. Если знаете, напишите в комментариях. Во-первых, мне будет интересно почитать, а во-вторых, проверить, насколько внимательно вы смотрите другие видео на канале. А если вы не так давно на этом канале и не посмотрели предыдущие видео, но вам интересно узнать, что это за такой волшебный метод, тоже напишите в комментариях. И если желающих иметь такие необыкновенно красивые корни у своих орхидей будет достаточно много, я оформлю эту информацию в отдельное видео. Корни орхидей точно так же, как и их цветоносы, можно формировать. Как это, спросите вы? Очень просто. При намокании корни орхидеи очень эластичны.
И если вам точно так же, как и мне, не нравятся развивающиеся во все стороны корни, мешают друг другу и вам при поливе, вы можете их сформировать. По крайней мере, я делаю именно так. Первый цветонос из двух летнего цветения 2022 года начал распускаться в 20-х числах июля этого года. Цветы ванды распускаются гораздо быстрее, нежели цветы фаленопсиса. И к началу августа первый цветонос был в полном распуске, и второй готовился к распуску. На каждом цветоносе орхидея заложила по 12 цветов. Итого общее количество цветов в летнем цветении 2022 года на этой ванде 24. И вот теперь на этих кадрах мы можем пронаблюдать, как отличаются вновь распустившиеся цветы и размером, и цветом от более зрелых цветов первого цветоноса. Молодые цветы практически в 2 раза мельче, нежели зрелые, и на несколько тонов светлее. Во время столь обильного цветения ванде, как и любой другой орхидеи, требуется гораздо большее количество воды, нежели в ее обычной жизни. Вода нужна еще и для того, чтобы продлить цветение во времени. И поэтому во время столь обильного цветения моя ванда поливается ежедневно погружением не на 30 минут, как в обычные дни своей жизни, а на несколько часов каждый день. При таком поливе ванда не просто красиво цветет, она растит свои листья вверх, не как обычно, а торчком вверх. Чем дольше зреет цветок, тем более насыщенного цвета он становится. Желтые тона из основного цвета практически исчезают, и их заменяют более темные и насыщенные. Вот так смотрится эта ванда при вечернем искусственном освещении. И именно этот отрезок видео я послала продавцу орхидеи, которая без малого 2 года мне эту орхидею продала. И вот такой была реакция продавца на увиденное. Слушай, вау, а это-то какая красотка, ее и не узнать, нифига себе замухрышка была. А стала офигеть, и у всех по 2 цветоноса. Ты что там с ними делаешь? И правда, что я с ними делаю? Наверное, я их просто люблю. И поэтому создаю оптимальные условия для их роста, развития и цветения и обеспечиваю их должным уходом. И если вы хотите узнать об этом чуть больше, зайдите в плейлист «Ванда. Уход от А до Я». В этом плейлисте собрано краткое пособие для начинающих из 4 частей. Изучив все эти 4 части, вы узнаете, как определить ванду в пустой горшок, как правильно закрепить в нем, как обеспечить ванду необходимым количеством воды и дополнительным освещением, и как в конечном итоге зацвести свою ванду. Этот плейлист был создан уже более года назад, и я со всей ответственностью могу сказать, что благодаря этому плейлисту зацвел не 1 десяток ванд по всему миру. И если вы тоже мечтаете приобрести ванду в свою коллекцию, изучайте плейлист заблаговременно. Готовьте сани летом. Ну а пока вы будете любоваться кадрами полного распуска обоих цветоносов моей шоколадной ванды, я напомню вам, что 15 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если видео вам понравилось, если оно показалось вам приятным или полезным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео,
Подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас точно много интересного.